Белорусские спецслужбы пытаются следить за гражданами, ликвидация главы ХАМАС и драка радикалов с полицией в Великобритании. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Цахал провели операцию в столице Ливана, и кто-то провел операцию в столице Ирана. Все за один день. Я думаю, что всегда есть место и возможности для дипломатии. Дыра в украинском бюджете в 500 миллиардов. Власть предлагает увеличить налоги. Это полностью отвечает нашим дискуссиям с Международным валютным фондом. Что будет с нефтью, если Венесуэла продолжит протестовать? Кто от этого выиграет? Для того, чтобы фактически ее транспортировать, просто физически транспортировать, ее надо разбавлять легкой нефтью. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. И про кнопочку «Супер спасибо» не забывайте, ведь так вы можете нас поддержать. Поехали. В Тегеране ликвидирован глава политического крыла ХАМАС Исмаил Хания. Как сообщает телеканал Аль-Хадас, ракета, выпущенная с самолета, влетела прямо в окно спальни дома в иранской столице, в которой остановился лидер ХАМАС, который приехал на инаугурацию президента Ирана. В тот же день он встречался с аятоллой Али Хаменеи и избранным президентом страны Масудом Пезешкияном. С 2017-го Хания управляет политическим крылом ХАМАС и, можно сказать, возглавляет всю организацию. Проживал Хания в столице Катара, в Дохе, но, судя по всему, там до него либо не могли добраться, либо по каким-то политическим мотивам не стали. После удара Хезболлы по Мадждаль, Шамсу, голландских высотах, которые контролируют Израиль, и гибель 12 детей, естественно, это было всеми осуждено, и все ждали адекватного ответа Израиля. И мы его увидели. Это в первую очередь подтвержденный то, что взяла на себя ответственность Израиль. Это удар был по южному пригороду Бейрута Харет-Хейт. Это ликвидация главного командира военного крыла Хезболлы и правой руки лидера Хезболлы Хасана Насраллы Фуада Шукра, который, кстати говоря, еще находится в розыске Соединенными Штатами со времен 1983 года, Второй Ливанской войны, когда он был ответственен за бомбардировки казарм, в которых были морские пехотинцы Соединенных Штатов Америки. Сейчас мяч на стороне прокси иранских группировок шиитских, в первую очередь это Хезболлы, в меньшей степени это иракские группировки, Катаиб Хезболла и йеменские хуситы. Какой будет ответ? Ну, будем ждать каких-либо заявлений или реально практических действий. Единственное, что в случае, если Хезболла вступит в полномасштабное соприкосновение с силами обороны Израиля, это может привести к очень плачевным последствиям в регионе Ближнего и Среднего Востока, которые приведут от локального конфликта к масштабированию конфликта и на территорию Ливана, возможно, на территорию Ирака. Соболезнования выразили Россия с Китаем, ряд других стран, которые и раньше поддерживали ХАМАС. В Соединенных Штатах выразили обеспокоенность. Глава Пентагона заявил, что место для дипломатии есть всегда. Я сказал, что не считаю войну неизбежной. Я придерживаюсь этого мнения. Я думаю, что всегда есть место и возможности для дипломатии. И я хотел бы, чтобы стороны использовали эти возможности. И, конечно, то, что мы видели вдоль границы, северной границы с Израилем. С течением времени это вызывает у нас беспокойство. Повторяю, мы собираемся сделать все возможное, чтобы не допустить прирастания ситуации в более широкий конфликт по всему региону. Поэтому я поддерживаю связь с министром Галаном, моим коллегой, а также с ключевыми лидерами во всем регионе. Кроме того, израильские военные нанесли удар по столице Ливана, ликвидировав там еще одного главаря ХАМАС. Об этом официально заявил спикер сил обороны страны. Тут нужно заметить, что если в случае с ударом по Тегерану Цахал официально заявили, что проводят оценку ситуации, то в случае с Бейрутом, видимо, оценка была произведена. This evening, the IDF carried out
Сегодня вечером армия обороны Израиля нанесла точечный удар в Бейруте по Фуаду Шукру, также известному как Саид Мухсан, самому высокопоставленному военному командиру Хезболлы и главе ее стратегического подразделения. Фуад Шукр был правой рукой Хасана Насраллы, лидера Хезболлы, и его советником по планированию и руководству нападениями и операциями. Фуад Шукр был командиром, ответственным за массовое убийство в Маджаль-Шамсе, когда 12 детей были убиты после того, как Хезболла выпустила иранскую ракету «Фалак-1» прямо по футбольному полю на севере Израиля в субботу вечером. Тегеран заставит пожалеть о содеянном террористов-оккупантов. Это цитата президента Ирана Масуда Пезешкияна. В Украине дыра в бюджете в 500 миллиардов гривен и могут поднять налоги. Деньги нужно найти быстро, говорит министр финансов. Средства нужны в основном на силы обороны, на зарплаты военным. Кабмин предложил повысить налоги, чтобы залатать дыру, но они столкнулись с негативной реакцией бизнеса. Тогда министр финансов предложил искать деньги за рубежом. Дополнительные потребности в 2025 году мы оцениваем в 12-15 миллиардов долларов США. Это полностью отвечает нашим дискуссиям с Международным валютным фондом. То есть те же 500 миллиардов гривен нужны и в текущем году. Сергей Марченко говорит, что такой путь еще можно назвать мягким. Поговорили об этом с экономическим экспертом Борисом Кушнируком. Является ли такая сумма чрезвычайной проблемой для Евросоюза? Я думаю, что нет. Другое дело, что чем дольше идет война, тем сложнее обеспечить это финансирование. Это понятно. Евросоюз сталкивается с огромным количеством сейчас проблем, но, безусловно, для Украины будет вопрос, за счет чего финансировать в следующем году войну, а есть еще вопрос, что Украине делать после завершения, останавливается военные действия, например, в следующем году. У западных стран вздох облегчения, а Украине финансирование необходимо, потому что деньги на восстановление нужно откуда-то брать, а деньги надо огромные. И это вопрос того, в какой мере украинское правительство способно правильно определять приоритеты для своей деятельности и правильно мобилизовать внутренние ресурсы. К сожалению, с этим есть большие проблемы. Беспорядки в Великобритании в городе Саутпорт, устроенные правыми экстремистами после нападения на детей на мероприятии, посвященном Тейлор Свифт в танцевальной школе. Там 3 ребенка погибли. Ну а 39 полицейских получили ранения в результате протестов. Там переломы, сотрясения и другие травмы. Полиция на сутки расширила свои полномочия. Сегодня утром в Саутпорте я увидела сообщество, которое собралось, чтобы вместе скорбеть, поддерживать друг друга, а также поблагодарить полицию за их вчерашний героизм перед лицом ужасающего нападения, в связи с чем проводится срочное уголовное расследование. Сейчас ведется работа. Но именно поэтому так ужасно видеть, как те же самые полицейские сталкиваются на улицах с жестокими нападениями бандитов, которые не проявляют никакого уважения к скорбящему сообществу. Это позор. Акция протеста, в которой, по словам полиции, предположительно участвовали сторонники так называемой Лиги обороны Англии, началась всего в нескольких кварталах от места проведения мирного богослужения в память о жертвах нападения, недалеко от мечети в Саутпорте. Протестующие подожгли полицейскую машину и разрушили садовое ограждение, бросали кирпичи в полицейских, в целом вели себя непорядочно. Николас Мадуро приказал полицейским и армии патрулировать всю страну. Протесты, начавшиеся после объявления результатов выборов, с которыми не согласилась оппозиция и международные организации, привели к массовым беспорядкам. По всей стране, по данным прокуратуры, задержано 749 человек. Издание «Эль Мундо» сообщает о как минимум 12 погибших. Но если с политическими моментами мы разбирались не раз, то что будет с экономикой региона? А самое главное, что будет с нефтью и ценами на нее? Задали этот вопрос с экономическому эксперту. А то, что там результат выборов фальсифицирован, это понятно.
это даже не вызывает сомнений, ну, как пример Белоруссии. Просто Лукашенко не собирается давать власть никому. Ну, только внешние игроки могут его лишить власти. Так и в ситуации с Венесуэлой то же самое. Что же касательно нефти, там ситуация более сложная. Дело в том, что из-за бездарного управления, которое началось с Чавеса, они фактически угробили свою нефтяную отрасль. Почему? Потому что у них находятся крупнейшие в мире запасы нефти, так называемой тяжелой нефти, тяжелые сорта нефти. И для того, чтобы фактически ее транспортировать, просто физически транспортировать, ее надо разбавлять легкой нефтью. А они всю легкую нефть, ее было легче добывать, они ее максимально хищническим образом исчерпали. Практически у них легкой нефти не осталось. И, кстати, крупнейшим покупателем этой нефти были США. К слову, Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Перу, ведь там не признали победу Мадуро на выборах. Белорусские госорганы не раз обращались в IT-компании с требованиями раскрыть данные о пользователях. В компаниях заявки из Беларуси рассматривали и публиковали отчеты о прозрачности. Издание «Зеркало» разбиралось, какая была реакция, кого раскрыли и что спрашивали госорганы Беларуси. Всего белорусские органы обратились в Google за раскрытием информации 67 раз. Запросы касались 79 аккаунтов. Первый запрос был в 2016-м, последнее во втором полугодии 2023-го. 61 обращение характеризовали как запросы на получение информации в экстренных случаях, 6 прочие юридические запросы. По 35 запросам Google приняла решение предоставить некоторые данные. Компания не дает пояснений, что именно это была за информация. Facebook, Instagram и WhatsApp, которые принадлежат корпорации Meta, с июля 15 по декабрь 23 корпорация получила 10 запросов из Беларуси. Ни по одному из них компания решила не делиться информацией. 2 запроса были обозначены как экстренные, еще 7 юридические, и тип одного неизвестен. В Telegram нет информации о запросах от Беларуси. Компания Apple тоже получала оттуда запросы, всего их было 12, первый в 2015, последний в 2021 году. 6 запросов были связаны с устройствами, то есть обращение технического характера за идентификаторами определенных устройств. Такие расследования могут быть связаны с утерей мобильного телефона или еще чего-нибудь, кражей и мошенничеством. В 3 случаях компания предоставила данные. Мне остается напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер». Спасибо, очень сильно нам помогает, и мы благодаря вам создаем новые видео. Поэтому не останавливайтесь на этом. Также не останавливайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Все это тоже очень важно. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.